решили, что утром надо есть сладкий вкус. Зачем? Зачем? Затем, чтобы увеличить в своей жизни любовь, оптимизм и счастье к окружающим людям. Как надо есть сладкий вкус? Утром. Зимой не надо есть свежие фрукты. Но давайте сейчас перечислим вообще, что утром можно кушать. Утром можно кушать молочную пищу. Раз. Она благостную природу имеет. Дальше. Сладкие семена, то есть специи, сладкие специи можно кушать. Можно кушать сухофрукты, можно кушать мед, можно кушать орехи, которые тоже имеют благостную природу. Орехи вызревают где? На деревьях, да? Под энергией солнца. Все, что вызревает под влиянием солнца, утренняя пища. Специи как вызревают? Под влиянием солнца. Когда жарко, они становятся зрелыми специи. Понимаете? Фрукты когда вызревают? Под влиянием солнца. Вот смотрите, как определить, южное место или не южное? Я это определяю по фруктам. Я приезжаю куда-то, спрашиваю, у вас яблоки вызревают? Говорит, ну так. Это значит, что это уже не южное место, это северное место. Груши вызревают? Вызревают чуть-чуть, значит поюжнее. Дальше. Персики вызревают? Вызревают еще южнее. Вернее, абрикосы. Персики вызревают? Вызревают еще южнее. Персики это совсем уже южнее, виноград. Дальше. Хурма вызревает? Еще южнее. Финики это совсем уже... Чунга-чанга. Понятная система, нет? Чем южнее, тем фрукты более, фрукты вызревают под влиянием солнца. Это благостная пища. То, что под землей растет, это не благостная пища. То, что над землей растет, это благостная пища. То, что на земле лежит, это тоже может быть благостное, уже не совсем. Чем выше к солнцу, тем более благостная. Система ясна? Допустим, морская капуста — это благостная пища или нет? Нет, под водой. Уже как бы благости мало. Она успокаивает, расслабляет. Счастья не дает. Понимаете, просто расслабляет, снимает напряжение. Благостная пища — та, которая дает счастье. Итак, смотрите, зимой, так как много энергии воздуха, холодно, надо стараться меньше есть благостной пищи, которая охлаждает. Какая-то пища охлаждает благостно? Свежие фрукты охлаждают. То есть утром зимой свежие фрукты не надо есть. Дальше. Кефир охлаждает. А ряженка согревает, например, потому что она готовится под влиянием огня. Понимаете? Ряженка согревает, ее можно зимой есть. Кефир надо есть летом утром. Кефир. Он охлаждает, потому что летом человек перегревается. Но может быть здесь утром в Питере не так уж и жарко, и поэтому кефир, может быть, не всем подходит. Понимаете? Рели притихший северный город. Так? Итак, дальше поехали. Сухофрукты. Хорошо есть и зимой, и летом, но лучше всего есть зимой, потому что они согревают. Какие сухофрукты самые хорошие? Это те, которые не сухие. Сухофрукты должны быть влажными чуть-чуть, мягенькими, не должны быть сухими, понимаете? Мягенькими должны. Это значит, что они хорошего качества. Плохого качества они сухие совсем. Это значит, что уже не благостные. Дальше. Орехи. Есть орехи подземные, это не благостные орехи, фундук там и так далее. А есть надземные, вот это благостные орехи. Да, арахис подземный, да, фундук это благостный уже, понимаете? Разница в этом. То есть вот эти все, которые над землей, можно есть утром, а арахис уже утром не надо есть, его надо есть только в обед. Теперь разница между женщиной и мужчиной. Женщинам надо больше есть сливки и молоко. Допустим, больше молочной пищи. Молоко надо есть до восхода солнца. Сливки можно есть уже после восхода солнца. Сливочное масло едят и те, и другие, да, в достаточном количестве, потому что это самая чистая энергия огня. Масло нужно для того, чтобы разжигать пищеварение. Сливочное масло — это единственное масло, на котором надо готовить пищу. Самое лучшее масло для приготовления — это не жир барана, как некоторые думают, а сливочное масло.
Понимаете? Потому что если ты на жире барана разогреваешь, соответственно, у тебя будет мышление как у барана. А если ты будешь маслом питаться сливочным, то это благостная пища, это энергия любви, это продукт любви коровы, понимаете? Будешь любить всех, если сливочное масло ешь. Дальше поехали. Итак, как питаться с утра? Сыр, сметана, орехи, сухофрукты, да? Каша на молоке. Смотри, я про кашу чуть попозже скажу. Сыр, сметана, сухофрукты, орехи. Все это смешиваем и едим. Все с медом. Счастья уже больше, да, сразу стало? Смеются сразу.